Привет, это Тостер. У нас всегда много интересного от домашней техники. Более 500 видео в разных плейлистах. И про мультиварки есть, и про холодильники, и про пылесосы. Теперь будет еще одно видео. Вышли в последнее время две таких флагманских топовых моделей пылесосов для влажной уборки Dyson Wash G1 и Dreamy H13 Pro. Вот мы посмотрим, что с ними, какие полезные для нас с вами технологии, решения в них реализованы, как вообще убирают, насколько все это высокотехнологичное великолепие удобно нам с вами, придирчивым пользователям. Видео построю примерно так. Сначала расскажу важные детали, главное об этих пылесосах, а потом посмотрим, что с уборкой, и в финале сделаем выводы про обе модели. Видео большое, подробное, потому что в конце мне по классике надо сказать: вы все видели сами. Поехали! Сначала вот они, оба два. Просто посмотрите на них, пока я буду дальше говорить. Это важно. Технику мы сначала любим глазами. Для дорогих устройств, а эти стоят недешево, особенно важен и дизайн тоже, потому что не у всех есть специальные комнаты, куда убирается техника в перерывах между использованием. В каком-то шкафу это все не очень удобно хранить, потому что тут базы для очистки, нужна розетка, и так далее. Да и вообще предполагается, что эти прогрессивные штуки должны стоять дома, в комнате, в помещении и радовать нас просто тем, что они у нас есть. Могу себе позволить такую дорогую игрушку, а соседей нет. Традиционные ценности, вы понимаете. По мне так Dyson выглядит не то чтобы лучше, как сказать, как-то легче, что ли. И если выбирать чисто по внешнему виду, я бы, наверное, выбрал его. А вы что бы выбрали? Welcome в комментарии. Но внешность, как все мы знаем, из наших жизненных опытов бывает обманчива. Проверим, как тут у нас получится. От эстетики перехожу дальше к тому, как это все устроено и работает. Но давайте еще сразу о ценах, это тоже важно. Dreamy всегда были ближе нашему народу, и когда-то во многом как раз из-за цены. Но сейчас и другие времена. Вот вам цена на официальном сайте, пожалуйста, а вот варианты на одном из маркетплейсов. Мы просто для полной картины даем и то, и то. Для зрителей из Москвы наших, я говорю, относительно подъемно, да? А для других регионов говорю, не то чтобы дешево, правда? Чтобы эти комментарии про в Москве все бесятся от переедания слегка предвосхитить. С Dyson посложнее выходит. Я обшарил все рунетовские сайты, которые называются официальными магазинами Dyson. Сейчас их почему-то несколько. Такой бардачок получается. Но там нет этой модели. Ушли так ушли, да. Но на том же маркетплейсе мы видим вот какую картину с ценой. Вот столько мы примерно за него и заплатили. И это версия для китайского рынка у нас. Отличие только в необходимости переходника для розетки и в том, что надо использовать переводчик Google, чтобы перевести главное из инструкции. В целом вполне сравнимо с официальной ценой на Dreamy. Упс, когда такое было, да? Справедливости ради покажем и другую его стоимость. Не то чтобы дешево, говорю для Москвы, а зрители из регионов, вы уж сами скажите что-нибудь в комментариях. Сначала низ, то, чем эта штука пол протирает. Это система с одним валиком, он моторизованный. Качество валика норм, пух, перья нигде не вылезает из него. И даже есть данные, что это все с антибактериальной пропиткой, чтобы ни один микроб нас с вами не потревожил. Снимать, надевать валик непосредственно на моторный блок валика здесь легко. Нет ощущения, что что-то можно по неосторожности прямо сразу сломать случайно. Конечно, в любом случае осторожно все делайте. Это вам, не пылесос Урал из запчастей танка. Вода на валик подается не как Бог на душу положит. Нет, а из 24 отверстий. Видимо, такое равномерное распределение и смачивание. Силиконовая накладка ограничитель мусора, она-то у вас постепенно износится. И она несъемная, но будем надеяться, что качество уборки от этого пострадает незначительно. Металлический такой скребок, гребень. Вообще он, чтобы срезать намотавшиеся на валик нитки, волосы, шерсть. Как правило, такое работает через раз. Хочет срежет, хочет не срежет. У нас в тесте будут и шерсть, и нитки. Смотрите видео до конца. И лайкайте. Никто же в Рунете
Рунете такой сравнительный тест не делал. Да может и не только в Рунете. Сзади большие колеса. Они прямо такие с покрышками, с такими протекторами. Хорошо подкачивать не надо периодически. Я так понимаю, что тут две цели. Во-первых, чтобы аккуратно перемещался пылик, вот не повреждая пол. А во-вторых, это такая фиксация, сцепление с полом, чтобы уж совсем бесконтрольно не скользить. И эти колеса, они моторизованные, чтобы весь процесс движения вперед и назад, он был так полегче. Ну и самое фееричное во всей этой системе — это вот эта подсветка. В общем-то, подсвечивается по большей части сам валик, но в целом света этого хватает, чтобы рассмотреть что-то на полу, какой-то мусор вот где-то, где не слишком освещено. Ну ладно, хорошо, отнесем это к полезным фишкам. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Сзади также бак для воды, объемный такой, норм. Внутри там еще таинство электролиза происходит, чтобы воду обеззараживать. Если у вас пунктик на чистоте, то это для вас. Дойдем скоро до режима поработы. Так, а с баком для грязной воды сложнее все. Тут вот эта классическая и не очень любимая мной конфигурация с несколькими съемными элементами внутри. Вот такая деталь, в ней небольшой HEPA-фильтр. Китайцы предусмотрительно сделали его с ручечкой, чтобы удобно было вынимать. Поэтому вынимать его неудобно, не нужно прилагать усилия. Но это возможно, что уже хорошо. Дальше разбираем детали. Вот это специальный такой предварительный фильтр для твердого мусора. Такой сепаратор получается. Производитель милостиво разрешает его не использовать, но тогда, говорит, все будет намешано. Грязная вода, мусор, кони, люди и так далее. Но если понимаете, что у вас обычная влажная уборочка, что вы не рассыпали кило овсянки, то, наверное, и правда можно без него. Так, наверх переходим. Сверху ручка, и она не прорезиненная, что вообще-то не круто для девайса за такую стоимость. У меня вот есть мой пылесос, тоже в свое время такой был премиальной моделью. Так, там прорезиненная ручка, и мне гораздо приятнее от этого, да, и приятнее им убирать. Даже просто вот ощущение надежнее как-то в руке фиксируется. Ладно, на ручке вкл-выкл, переключение режимов уборки и кнопка активации очистки самой системы сбора мусора. Этого валика и всего, что там внизу с ним рядом, в насадке и выше. На моторном блоке дисплей, тут всякие подсказки есть, если чего-то где-то засорилось, вода кончилась или наоборот много грязной, это все по классике. Плюс, конечно, режимы работы, их 4. Автоматически мощность всасывания регулируется в зависимости от степени загрязнения пола. Обращаю ваше внимание, именно всасывание. Про изменение интенсивности подачи воды никакой информации нет, хотя, казалось бы, может, помогло бы, особенно если загрязнение посложнее. Кстати, если вы немного не в себе, понятно, после покупки такого-то пылесоса, и не понимаете сами, насколько у вас грязный пол, смотрите опять же на дисплей. Круговая подсветка зеленая, если за пол уже не стыдно. И есть еще оранжевый и красный уровни опасности. Турборежим. Тут понятно, пылесос сосет со всей силы, а это, между прочим, 18 тысяч паскалей. Речь о разрежении воздуха. Производитель горд этим значением, потому что все равно же никто ничего не понимает. Сколько, собственно, это? Увы, для пылесосов так и нет какого-то единого алгоритма стандарта измерения так называемой мощности всасывания. Но в целом, по данным наших спецслужб, 18 тысяч паскалей — это примерно 250 ватт или аэроватт, если хотите. Есть обычные пылики, у которых 400-500 это значение. Но тут, поскольку пол в основном твердый, такого значения 250 вполне достаточно. Есть еще режим ультра, когда пылесос обеззараживает воду сначала, которая подается к валику. То самое таинство электролиза. То есть гигиена в абсолюте просто. Может, кстати, в детской комнате пригодиться. Или даже, вообще в квартире, это если ваш очаровательный годовасик любит ползать по полу. Тогда врубайте ультру. И еще режим сбора жидкости с пола. Есть тут вода к валику не подается. На сухую
впритык работаем, поэтому, собственно, этот режим можно использовать для сухой уборки, без увлажнения пола. Некоторые даже ковры умудряются им убирать, не наливая вообще воду вот в пылесос, что, в общем-то, можно. Ну да, зря, что ли, 60 тысяч отдавали, пусть уж и ковры тоже. Но понятно, что с высоким ворсом он, скорее всего, не справится, а так, если небольшой, попробуйте, кто вам не дает. Потайная кнопка есть еще сзади. Нет, это не перезагрузка и не фаст-трек для вступления в Компартию Китая, это для поговорить. Китайцы же не умеют делать пылики без разговоров. Тут голосовые подсказки. Конечно, и можно выбрать даже русский язык. Послушайте и наслаждайтесь. Режим всасывания. Автоматический режим. Если Алиса дома уже достала своими сказками на ночь, то вот вам. Но пока это монолог пылесоса. Максимум по времени работы у него 45 минут. Но это вот если у вас все время зеленый индикатор чистоты пола будет, да, или может, если без подачи воды вы используете пылесос. Это ладно, с этим разберетесь. Но, господа, 24 год, и мы делаем модель с индексом Pro в названии и не делаем в ней съемный аккумулятор. А у Dyson он съемный, забегая вперед, скажу вам я. Так, тестируем Dreamy H13 Pro. Сразу зрелищное, как он у стен убирает. Но тут постарались китайцы. С любой стороны можно в этом плане работать. И почти нет зазора. Почти нет, но чуть-чуть есть. Миллиметров 5, наверное. Но ведь бывают очень маленькие соринки. Хорошо, он протирает пол, нормально все убирает. Но еще бы он за эти деньги ненормально убирал. У меня ламинат и плитка в основном. Все реально нормально, хорошо оттирается, собирается. Тест с яйцом в режиме сбора жидкости. Всосал он, и яйцо не подавился. Молоко разлитое тоже собрал без проблем. И без разводов. Ну и плюс, я еще в режиме влажной уборки пособирал просто такой разный мусор с пола. В том числе нитки, шерсть собачья на полу. Ну, в общем, как обычно у меня дома, хотя никакой собаки у меня нет. Чуть не забыл, не всегда удобно им убирать под мебелью где-то, потому что вот такая вот происходит раскоряка. То есть корпус не опускается нормально до конца, параллельно полу. Но это к вопросу об индексе Pro, опять же, название модели. Ну и дальше я его приводил в порядок, но не скажу, что мне было сложно как-то сильно, но повторюсь, что не очень люблю вот эту конструкцию с кучей каких-то деталей, которые нужно промыть, это касается бака с грязной водой. Так, ставим его на базу после уборки и включаем автоуход. За вас тут пылесос приведут в порядок маленькие невидимые китайские человечки. Первая шутка за 100 видео, да. И знаете, вот это прямо круто здесь реализовано все, потому что у вас тут промывание горячей водой, она нагревается. Тут есть пластина специальная нагревательная, до 60 градусов нагревается вода, валик вращается туда-сюда, сколько-то там оборотов в минуту, все круто очень. И последний еще этап — это сушка горячим воздухом. Да, никто не знает, только я знаю, что там встроенный микрофен Styler Dreamy и есть 3 прически валика на выбор. Следующая шутка за 100 видео. Ладно, за 30 минут все происходит, и потом реально у вас тут все сухо и комфортно. И не пахнет этими мокрыми тряпками залежалыми. Реально. Гигиена уборки и самого пылесоса реально на высоте. А так хотелось придраться к чему-то в этом плане. Да, вот и он, Dyson Wash G1. У него тоже есть система автоочистки вот этого моющего модуля. Тоже тут все вращается туда-сюда, промывается, и в итоге все чисто. Но без горячей воды и без сушки. Ну, то есть тут такой базовый вариант системы самоочистки. Тряпками влажными, если принюхиваться, потом может и попахивать, скажу честно. Ну, спасибо, что хоть есть самоочистка за эти деньги. От англосаксов же сейчас не знаешь, чего ждать. Смотрим на инженерное решение моющего модуля. Это уже мы двигаемся, к самой уборке. И вот сразу видно, что у Dyson остались лишние детали от их пылесосов. И их куда-то надо было деть, не выбрасывать же. И вот.
Тут два валика. Они вращаются во время уборки в противоположных направлениях, собирая мусор. Валики эти со сверхплотной микрофиброй. Тут на квадратный сантиметр более 68 тысяч нитей, чтобы максимально эффективно все оттирать. Но вот помните, у Dreamy 18 тысяч паскалей, а тут вот тоже должны же быть какие-то красивые цифры. Однако дело еще в том, что данные о мощности всасывания тут просто не нужны. Это не актуально. Смотрите, к валикам подается вода из 13 распылителей. Далее оттирается пол и собирается мусор с него. А потом вот эти щетки с нейлоновой щетиной счищают весь мусор. И есть еще специальная жесткая кромка, которая вдавливается в валики, в это микроволокно, и отжимает воду. И далее все попадает в съемный поддон, где стоит фильтр-сетка с мелкой перфорацией. Мусор в итоге весь в ней остается, а вода грязная удаляется в соответствующий бак, в нижний из двух. Ну то есть здесь нет всасывания мусора в пылесос. По сути, это не пылесос в классическом понимании, а такой современный вариант электрошвабры. Ну такой продвинутый, да, со сложными инженерными решениями. Ну Dyson же наши инженеры 320 лет разрабатывали, и вот пожалуйста. Смотрите, как все происходит. Наливаете в верхний резервуар воду, можно немного моющего средства добавить, оно есть в комплекте. И давайте сразу тест его проведем. Вот как он работает у стен. В отличие от Dreamy, у него одна сторона рабочая в этом контексте, но зазор, слепая зона, тут меньше. Вот как он собирает разный мусор с пола. Тот же мусор и тот же пол, плитка и ламинат, что были в тесте Dreamy. И шерсть есть, и нитки, те же пятна. Смотрим и не говорим, что не видели. Тот же тест с яйцом, со сбором с пола жидкости и молока. При этом нужно понимать, что это не отдельный режим сбора жидкости. И тут не перестает подаваться вода к валикам, к полу. Но в целом я не заметил какого-то глобального переувлажнения, используя минимальный режим. Да, здесь 4 режима работы. Они отличаются не мощностью всасывания, как у Dreamy, а интенсивностью смачивания валиков от подачи воды. Предполагается, что для разных загрязнений, но тут экспериментировать придется. Как, что и для чего подходит. Максимальная турбомощность такая, это для пятен, которые сложно оттираются и несколько раз придется по ним пройтись. На дисплее вы видите, какой режим работы выбран, ну вернее, какая интенсивность подачи воды. Кнопкой меняете, плюс кнопка, чтобы врубить режим максимум. На дисплее еще появляются подсказки, там как, что и куда нажать. Плюс дисплей поворотный, это правильно и удобно. Не то чтобы с Dyson у нас возникли глобальные проблемы с уборкой. По сути, он совсем справился, но он не любит слишком много мусора. Этот поддон с сеточкой, он просто не такой уж вместительный. Еще он не любит, когда много шерсти, потому что влажную ее трудно всю очистить с валиков, даже вот этими вращающимися щетками. А еще нитки наматываются и не на сами валики, а как раз на эти щетки, и удалять их предлагается просто ножницами. А еще вы поняли, да, что сухой уборки тут нет. И вот коврик даже с невысоким ворсом я убрать им не смог. Dyson из-за конструкции системы сбора мусора просто не едет по коврику и ничего с него не собирает. И теперь ставим его на базу и запускаем автоочистку. Тут такое дело. Ничего, повторюсь, горячей водой не моется и не сушится потом. Зато мусор весь остается вот в этом поддоне, с которым, все гораздо легче, на мой взгляд, в смысле вынуть, помыть, поставить обратно. Если мусора много, месяц не убирали, то может понадобиться запустить пару раз автоочистку, потому что может остаться что-то на валиках. Но такое возможно с любым подобным девайсом с самоочисткой. И дальше вы просто выливаете только грязную воду из контейнера для грязной воды. И тут уже ничего в нем не остается и легко все промывается. Максимально легко. Вот вы же банки моете вот эти для закруток, да? Ну так вот тут также даже легче. И другой контейнер для чистой воды, он такой же. И быстро здесь все снимается, надевается обратно. Я бы сказал сейчас, напишите в комментариях, какой девайс вам больше зашел.
Но я знаю, что чуваков, которые за Xiaomi, ну то бишь за Dreame, будет больше. Даже с таким ценником, который сейчас на эту технику. А еще будут, я уверен, комментарии типа: «Ой, спасибо вам за обзор, а я купила пылесос Redmond». Дальше полностью название модели с артикулом. И он офигенный и стоит рубль 20. Ну, не рубль 20, ладно. Вон у нас есть, кстати, видео про Redmond, посмотрите тоже. Мы же за разнообразие. Ссылку дадим в описании этого видео. Dreame и Dyson. Кстати, еще момент. Непосредственное удобство уборки. С каким легче? Ну вот именно елозить по полу. Ну, по чесноку немного полегче с Dreame. Ну, а остальное вы все видели сами. Мы поэтому и показываем все так подробно и рассказываем. Делаем длинные видео. Монтажеры потом чертыхаются, я потом тоже чертыхаюсь, когда отсматриваю. Но делаем, потому что считаем, ну, что это правильно. И к любому моменту, поэтому можно вернуться. Есть навигация по видео. Ну, получается, что это девайсы немного для разных задач все же. Dreame, он более универсальный такой вариант, потому что, возможно, и влажная уборка, разная и сухая. Если у вас твердый пол и какие-то коврики с низким ворсом, я бы его взял. Плюс многим зайдет такая супергигиеничность автоматической системы ухода вот за пылесосом. Вот себе я бы, наверное, его оставил. Да, пришлось бы привыкнуть к не слишком удобному боксу для грязной воды и мусора и к тому, что аккумулятор не съемный. А Dyson, ну, во-первых, это Dyson. Тем более сейчас такой особо статусный девайс получается. Убирает он нормально, однако есть несколько «но», которые я обозначал в ходе его тестирования. Не любит много мусора. Dreame в этом плане более продуман. С шерстью и нитками все как-то так себе у нас получилось. Это тоже. Это такая аккумуляторная беспроводная швабра. Рекомендую тем, кому нужно убирать разные твердые покрытия пола и при этом в таком реально ежедневном, наверное, режиме, когда мусора всегда не очень много. 3 соринки, 3 шерстинки и одно яичко разбили. Вот так. Правда, большой его плюс — это съемный аккумулятор. Ну, это правда важно. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме. Заходите также на сайт Toster.ru, есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме, в ВК. Там не только наши видео, но немного другого интересного о доме и быте от нашей команды. Кстати, наши видео есть еще и на Рутюб. Ну, такое сейчас по повесточке актуальное дополнение. Подписывайтесь на нас и там. Тостер. До новых обзоров и тестов. Пока!